Кара Хейл, молодая женщина из Калифорнии, отправилась на каяке вдоль побережья в районе залива Монтерей. День был ясный, вода спокойная и все шло идеально, пока вдруг не появились 3 тени под водой. Акула, потом еще одна. Они медленно, но настойчиво кружили вокруг ее каяка. Паника была бы естественной реакцией, но Кара решила замереть и не делать резких движений. Она слышала, что это иногда помогает, но то, что произошло дальше, заставило ее пересмотреть все, что она знала о морских хищниках. Одна из акул, крупная самка с заметным шрамом вдоль плавника, начала выталкивать каяк Кары в сторону берега. Не один раз, а снова и снова, подталкивая лодку носом, словно пастух, уводящий животное от опасности. Остальные акулы вели себя странно пассивно, будто подчинялись ей. По словам морского биолога, который позже изучал записи с дрона, это был крайне нетипичный случай. Причина выяснилась позже. Буквально в паре миль впереди, в том направлении, куда плыла Кара, обнаружили большое пятно токсичных выбросов с туристической яхты. Акула, по сути, спасала ее от отравления. Этот случай до сих пор разбирается в научных кругах. Никто не может точно объяснить, почему дикая хищница пошла против инстинкта. Но Кара уверена, кто-то или что-то ее защитило. И может мы слишком часто забываем, что природа — это не только инстинкт, но и тайна, которую мы пока не понимаем. Однако загадочное поведение животных не ограничивается океанскими хищниками. В деревне под Хайдарабадом, Индия, произошел случай, который перевернул представление местных жителей о смертельно опасных змеях. Мужчина по имени Раджив нашел в своем дворе индийскую кобру, одну из самых ядовитых змей на планете. В обычной ситуации жители просто убили бы змею. Но Раджив решил иначе. Он аккуратно поймал ее и выпустил в ближайшую рощу, как учили старшие в его семье. Прошло несколько недель. В одну из ночей семья Раджива проснулась от лая собак. Вышли на улицу и замерли. Та же самая кобра медленно скользила по участку, не прячась, не угрожая, просто наблюдая. Это повторялось снова и снова. Некоторые соседи говорили, что это просто совпадение, но были свидетели, которые видели, как кобра сторожила участок, однажды даже отпугнув шакала, приближающегося к дому. Научных объяснений этому нет. Кобры не обладают памятью, как млекопитающие, но в деревне до сих пор уверены, это была благодарность. Местные начали относиться к змеям с уважением, а Раджива стали звать человек, которого любит кобра. А иногда дружелюбие проявляется не через спокойствие, а через поразительное сближение на грани страха и доверия. Национальный парк Катанга в Аляске. Не самое лучшее место для одиночных прогулок. Тем не менее, молодой фотограф из Сиэтла Джейсон Милс отправился туда один в поисках удачных кадров дикой природы. Он был готов ко многому, но никак не к тому, что произошло на 4-й день похода. На рассвете он заметил движение в кустах, замерев, включил камеру. Из леса вышел огромный бурый медведь. Самец весом около 900 фунтов. Джейсон, не двигаясь, продолжал снимать. Медведь подошел вплотную, вдохнул его запах и вдруг лег рядом, как будто он просто хотел отдохнуть. Через несколько минут медведь буквально облокотился на Джейсона, прижав его лапой, словно в медвежьих объятиях. Сначала Джейсон был в ужасе, но потом заметил. Движения животного были неспешными и абсолютно мирными. Медведь лежал рядом почти 40 минут, прежде чем подняться и медленно уйти в чащу. Позже эксперты объяснили, что животное могло воспринять человека как нечто знакомое или даже безопасное в его среде. Камера зафиксировала все, и это видео разлетелось по сети. Но самое интересное то, что спустя 2 года Джейсон вернулся в этот парк, и в той же местности снова появился бурый медведь. Он подошел, понюхал его и лег рядом. Было ли это узнавание или просто совпадение? Иногда между животными и людьми устанавливаются связи, на которые не способна даже техника. Особенно если речь идет о короле саванны. В Танзании есть история, которую передают устно уже более 10 лет. Ее участник — мужчина по имени Элиас, бывший смотритель частного заповедника. Еще молодым он ухаживал за львенком, которого нашли раненым и истощенным в саванне. Он выкормил его, лечил, разговаривал с ним и в какой-то момент выпустил на волю, как того требовали законы природы. Прошло много лет. Элиас покинул службу, переехал в другой город, а о льве осталась только память. Пока однажды он не вернулся в заповедник в качестве туриста. Гиды повели группу к водопою, и там на открытом месте лежал старый лев. Он не проявлял агрессии. Увидев Элиаса, он поднялся, подошел и ткнулся ему в грудь головой. Это был тот самый лев. Узнал ли он своего спасителя? Или это очередное совпадение? В любом случае, зверь провел рядом с группой около часа. Не рычал, не охотился, просто был рядом. А на следующий день исчез. Местные до сих пор говорят, если ты дал льву жизнь, он ее тебе потом подарит. А вот другая история показывает, что даже самые опасные пресмыкающиеся могут проявлять чувства, которые мы обычно не приписываем хищникам. В джунглях Амазонки у племени Яномами существует легенда о водяном брате, огромном крокодиле, который якобы защищает детей племени от хищников. Но в 2000-х годах один из антропологов по имени Марко Дентон стал свидетелем того, как миф ожил на его глазах. Во время одного из визитов к племени он заметил, как ребенок случайно упал в реку. Вода была мутной, течение быстрое. В тот момент казалось, что помочь уже невозможно, но буквально через несколько секунд из воды вынырнул гигантский крокодил и вытолкнул малыша к берегу носом. Камера, установленная на дроне, засняла этот момент. Удивительно, но хищник не только не тронул ребенка, но и остался рядом на поверхности воды, пока взрослые не забрали мальчика.
Жители племени были спокойны. Они сказали: «Он наш, он знает, кто мы». Марко отправил материалы зоологам, но никаких научных объяснений такому поведению найдено не было. Лишь догадки. Возможно, животное было воспитано человеком или запомнило запахи племени с раннего возраста. Но наука — это все-таки наука. А в сердце этих людей живет уверенность. У них есть защитник, живущий под водой. Но что будет, если дикий гигант из джунглей сам придет в гости к людям и не с угрозой, а с чем-то иным? В индийском штате Керала деревенская свадьба превратилась в настоящий фурор после того, как гость весом почти в 6 тонн появился без приглашения. Это был взрослый самец слона, хорошо известный в округе как одиночка, который периодически проходил через сельские земли в поисках еды. Но на этот раз он сделал нечто совсем иное. Слон вышел из леса аккурат в тот момент, когда молодожены обменивались гирляндами. Музыка, шум, люди — все это должно было испугать дикого гиганта. Но он подошел медленно, осторожно, без агрессии. Гости в панике начали разбегаться, но жених и невеста остались стоять. Слон подошел к ним вплотную, протянул хобот и мягко положил его на плечо жениха. Затем развернулся и также спокойно ушел в лес. После этого случая молодожены стали настоящими знаменитостями. Некоторые говорят, что слон почувствовал особую энергетику или просто был привлечен запахами угощения. Но жители уверены, это был благословляющий жест, символ удачи. Через год у пары родился сын, а самого слона видели в деревне еще дважды. Каждый раз он просто проходил мимо, как будто проверяя, все ли в порядке. Но есть животные, которые не просто приходят, они возвращаются, даже спустя годы. И их возвращение — это не просто совпадение. Глубоко в канадских лесах, близ Саскачевана, охотник по имени Логан спас молодого волчонка, который угодил в металлическую ловушку. Вместо того, чтобы оставить зверя умирать, он снял капкан, обработал лапу и отпустил малыша обратно в лес. Не ради славы, просто потому, что не смог пройти мимо. Прошло более 5 лет. Логан давно забыл о том случае, пока однажды не оказался в критической ситуации. Его снегоход перевернулся на обледенелом участке, ломая ему ногу и оставляя посреди глухого леса без связи и шансов на быструю помощь. Температура стремительно падала. Он уже готовился к худшему, когда услышал шаги. Из леса вышел взрослый волк. Один. Он не рычал, не приближался угрожающе. Просто лег неподалеку. Спустя какое-то время к нему присоединились еще двое. Трое волков охраняли человека всю ночь, согревая его своим телом и не подпуская других хищников. На рассвете охотников, вызванных по радио случайным лыжником, привел именно вой одного из волков. Логан уверен, это был тот самый волчонок, выросший и не забывший, кто дал ему второй шанс. Животное, которое принято считать опасным, оказалось хранителем. Но некоторые спасения бывают не такими зрелищными, как охрана или тепло. Иногда помощь приходит от тех, кто обычно убивает молча. Пустыня Сонора в Аризоне. Не место для прогулок без подготовки. Тем не менее, американский турист Майкл Беннет решил пройти небольшой маршрут в одиночку. Он сбился с пути, потерял воду и к вечеру стал жертвой теплового удара. Он уже не чувствовал ног, когда упал у скалистого обрыва. Именно там, в тени, он заметил движение. Сначала он испугался. Это был скорпион, один из самых ядовитых видов в регионе. Но тот не напал. Он просто сидел рядом, прячась в тени вместе с Майклом. Настолько близко, что почти касался его руки. Появление скорпиона не казалось чем-то значимым. До тех пор, пока Майкл не заметил, каждое утро скорпион уходил и возвращался, таская в клешнях что-то похожее на листья и кору. Только спустя 3 дня, когда его нашли спасатели, биолог в составе команды объяснил странное поведение. Скорпионы могут чувствовать феромоны разложения и избегают трупов, но этот, судя по следам, все это время приносил влагу, конденсат или что-то, что могло сдерживать обезвоживание. Спасатели нашли рядом с Майклом крошечную углубленную яму, наполненную утренней росой, которую, по всей видимости, создал скорпион. Это звучит как вымысел, но фотографии подтвердили следы перемещения клешней. И в этом нет ничего романтичного. Это просто жизнь, где даже самые смертоносные создания могут повести себя неожиданно. А в открытом океане среди штормов и волн союзниками могут стать даже те, у кого нет дома, но есть постоянный маршрут. История Джона Мерфи, старого моряка из Шотландии, который потерпел крушение у берегов Южной Америки. Его катер попал в бурю, и все навигационные приборы были уничтожены. Он оказался один в океане, без связи, без пищи, с остатками питьевой воды. Но самое удивительное началось на 3-й день. Каждое утро к лодке прилетал один и тот же альбатрос. Он садился на край корпуса и начинал кричать, будто звал кого-то. Вначале Джон думал, что птица просто использует лодку как точку отдыха, но потом заметил странность. Птица улетала строго в одном направлении. И каждый раз через час после того, как Джон совершал маневры. На 5-й день, отчаявшись, он решил последовать за птицей. Уловив ее направление, он медленно начал двигаться по волнам, ориентируясь только на полет альбатроса. И спустя почти сутки увидел берег. Позже орнитологи объяснили, альбатрос мог использовать навигацию по магнитным линиям и инстинктивно знал путь к суше. Но что заставляло его возвращаться каждый день к одному и тому же человеку? Почему он не улетал сразу? Ответа нет. Но Джон после спасения долго хранил перо этой птицы в рамке. Он называл его капитаном. Но не только альбатросы наблюдают за нами с высоты. Иногда те, кого мы боимся больше всего в доме, тоже наблюдают и ждут неделями. Когда Марсия Хейден переехала в дом в Техасе, она не ожидала, что ее камерой ночного наблюдения заинтересуется весь интернет. На 6-й день после заселения камера в углу спальни зафиксировала странное
странную активность. Каждую ночь на карниз окна заползал огромный паук, видимо, древесный, размером с ладонь взрослого человека. Он сидел там до рассвета и исчезал. Это длилось более 2 недель. Всегда, в одно и то же время. Паутина не строилась, добычи не было, он просто наблюдал. Специалисты по поведению пауков сначала предположили, что он ищет место для охоты. Но когда Марсия на время уехала из дома, паук исчез. Вернувшись, она снова его увидела. В ту же точку, те же часы. Марсия решила не убивать паука, а оставить его в покое. И только через месяц поведение изменилось. Паук вдруг начал плести сеть, но не на окне, а у входной двери. На следующий день туда заползла ядовитая змея и попалась. Все было заснято на камеру. Совпадение? Или паук знал, что змея появится? Биологи молчат. Но на всякий случай в этом доме пауков теперь не убивают. Никогда. На юге Австралии, в штате Виктория, произошла история, которую долго не могли объяснить ни полицейские, ни ветеринары. Молодая пара попала в серьезную аварию на загородной трассе. Автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и остался почти невидим для проезжающих машин. В течение часа никто не остановился, но рядом оказался кто-то, кто не только не убежал, но и остался. Когда спасатели наконец прибыли на место, их удивление было неописуемым. Рядом с перевернутой машиной, не двигаясь, стоял взрослый кенгуру. Он не подпускал никого близко, пока один из спасателей не подошел медленно с вытянутыми руками. Животное не напало, но и не отступило. Оно как будто охраняло что-то. Оказалось, в машине была беременная женщина, потерявшая сознание. Кенгуру стоял с той стороны, где находилась ее голова. Он не уходил даже тогда, когда ее вытаскивали. После этого случая один из местных экологов узнал в животном самца, которого несколько месяцев назад подлечили волонтеры в той же местности. Возможно, он запомнил людей и начал ассоциировать их с безопасностью, а может быть, просто почувствовал, что кто-то нуждался в защите. С тех пор в округе его стали называть дозорным, и никто не прогоняет его, если он появляется у домов. Но если кенгуру может охранять человека, то что тогда делать, если в эту роль внезапно встанет свинья? На ранчо в Техасе никто не ожидал, что героем недели станет старая полуслепая свинья по кличке Мейбл. Фермер держал ее просто как питомца. Она была слишком стара, чтобы приносить потомство или участвовать в разведении. Но в одну ночь ее поведение изменилось навсегда. На ферму попытались пробраться 2 вооруженных грабителей. Они отключили свет и начали взламывать заднюю дверь дома. Собаки, к удивлению хозяев, молчали, но не Мейбл. Свинья выломала клетку, в которой обычно спала, и с громким визгом понеслась к двери. Один из грабителей был сбит с ног, в прямом смысле. Второй от страха выпустил пистолет и побежал прочь. Мейбл, несмотря на возраст, преследовала их до самого конца участка, пока те не перепрыгнули через забор. На шум проснулись хозяева, вызвали полицию и передали записи с камеры. Утром местный шериф сказал: «Я за свою службу не видел, чтобы свинья остановила ограбление». Но это случилось. Мейбл стала звездой, ее пригласили на местное радио и даже подарили бочку с лакомствами. Но главное — это то, что иногда самый незаметный обитатель двора может оказаться твоим единственным защитником. А если в роли такого защитника внезапно выступает бегемот? Одни из самых опасных животных в Африке. Они агрессивны, территориальны и часто нападают на лодки и людей. Но в заповеднике в Уганде случился случай, который не вписывается ни в одно известное поведение этих гигантов. Группа защитников природы устроила засаду на браконьеров, охотившихся на редких антилоп. Засада провалилась. Охотники заметили людей первыми и открыли огонь. Началась паника. Один из рейнджеров, пытаясь спастись, прыгнул в реку. Он знал, что там бегемоты, но выбора не было. Именно в этот момент один из животных, вынырнув из воды, двинулся не на человека, а в сторону выстрелов. Бегемот с невероятной скоростью вышел на берег и направился прямо на браконьеров. Те в ужасе бросились в рассыпную. 2 упали, были пойманы позже. Рейнджеры не могли поверить своим глазам. Позже выяснилось, что бегемот часто находился рядом с этой частью берега, где местные защитники природы подкармливали некоторых животных в засушливые месяцы. Возможно, он запомнил запахи людей и ассоциировал выстрелы с угрозой для своих. Как бы то ни было, это была первая зафиксированная история, где бегемот не только не напал на человека, но и по сути спас его. И порой спасение приходит даже не от зверя, а от морской звезды, маленького существа, которое вообще-то не может даже двигаться быстро. Океан может быть как прекрасным, так и смертельно опасным, но в случае дайвера из Новой Зеландии по имени Алекс опасность пришла из ниоткуда. И вместе с ней странным образом пришло и спасение. Алекс погружался у рифа, когда внезапно начался шторм. Он был слишком далеко от лодки, течение стало опасным и компас отказал. В панике он начал двигаться вслепую, пока не заметил нечто странное. Огромная морская звезда, диаметром почти с рулон бумаги, ползла по дну в определенном направлении. Не как обычно, хаотично, а очень настойчиво, будто знала, куда движется. У дайвера не оставалось выбора. Он последовал за ней. Проплыв около 200 ярдов, он увидел под водой всплывший буй, к которому и добрался. Через пару минут его подобрала спасательная лодка, вызванная по экстренному каналу. Позже океанологи подтвердили: поведение морской звезды было действительно аномальным. Возможно, она реагировала на изменения давления или магнитного поля. Но что делает эту историю поразительной, это точность направления. И тот факт, что больше ни одна звезда в округе не двигалась в ту сторону. Крошечное медленное существо стало ориентиром для человека, которому оставались считанные минуты. История, в которую не поверил ни один врач, случилась в Парагвае.
Молодой фермер, работая с сельхозтехникой, попал под обломки конструкции и потерял сознание. Его нашли лишь на третий день. Когда спасатели добрались до тела, они были уверены, что человек погиб, но он дышал. Причем без признаков гниения, укусов, инфекции. На его теле, в районе шеи и груди, была густо заселена колония муравьев. Но вместо того, чтобы поедать плоть, они, по словам энтомолога, выполняли уборочную функцию. То есть очищали кожу от мертвевших тканей, предотвращая заражение. Более того, в области его открытой раны находились только муравьи определенного вида, которые, как позже выяснилось, выделяют антисептические ферменты. Медики были в шоке. Человека должны были найти мертвым, но вместо этого он получил что-то вроде естественной дезинфекции. Он выжил. И когда все рассказал, его прозвали пациентом из Улья. С тех пор в этом районе колонии муравьев оставляют нетронутыми. Их считают хранителями баланса. Но иногда, чтобы хранить память, не нужно иметь сотни, нужно быть одним гусем, который просто не уходит. Эта история случилась в Айове. На одной из проселочных дорог произошла авария. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась и загорелась. В салоне была девушка по имени Лора, погибшая мгновенно. Очевидцев не было, кроме одного — гусь. Белый, крупный, по кличке Генри. Его подкармливала Лора, когда ездила по этой дороге на работу. Просто бросала хлеб из окна. Иногда останавливалась. Генри жил на пруду неподалеку. И в день аварии он не ушел. Прохожие заметили гуся, стоявшего у обочины. Он никуда не отходил. Неделю. Потом 2 новости. Он не ел, не плыл в пруд. Просто стоял. Иногда садился, но чаще стоял и смотрел в ту сторону, где произошла трагедия. Через месяц местные установили там мемориал. Генри стоял рядом. Еще 2 недели, и он исчез. Пропал. Погиб ли он, перелетел, никто не знает. Но несколько семей по соседству рассказали, что на кладбище, где похоронена Лора, видели белого гуся, молча стоящего у ворот. И хотя гуси неизвестны своей привязанностью к людям, эта история осталась символом верности. Той, что не требует слов. А что бывает, когда верность проявляется даже между врагами по природе, диким волком и домашней собакой?